Всем приветик, дорогие друзья! Вы на канале Мария Арт Живопись маслом. Меня зовут Марина Бердник. И мы с вами сегодня напишем пастозненько такой арбузик и виноградик. Для того, чтобы быть в курсе новых видео, подписывайтесь на канал, включайте колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о новых видео. И мы с вами начинаем. Холстик 30 на 40, расчертила клеточка 4 на 4. Угольный карандаш, вот такой, кому интересно. Намечаю наши арбузики. Так вот, немного не попало в клеточки. Вот с первой начинаем, да, во второй, то, что неправильно было намечено, там у нас будет второй арбузик. Намечаю кожуру арбуза. Такой вот пошире. И вот здесь начинается вторая долька, прикрытая вот этой вот первой. Такие довольно-таки крупненькие дольки. Также показываю кожуру. Светлую часть, которая, да, вот у нас сначала кожура идет, потом такой вот желтоватый оттеночек, и потом красная мякоть арбуза. Также показываю виноградики. Вот здесь несколько. Я их покажу сразу, каждую отдельно. А гроздь, линия стола вот немножко. Гроздь покажу пока так вот с силуэтиком. Веточка. И вот такой вот волнистой линией. Там кое-где какие-то на краю покажу бубочки виноградные. Сами ягодки. И вот здесь вот тоже будет такая вот теневая. Разбавитель буду использовать текуриловский White Spirit без запаха. Кисть скошенная синтетика. Беру лимонку, немного голубой ФЦ. Очень-очень жиденько, акварельно. Буду сейчас делать такой вот подмалевочек под наши виноградинки, арбузики, под все, то есть цветной такой легкий подмалевочек. Чуть-чуть подмешивается угольный карандаш, как бы ничего страшного, мы будем писать потом сверху очень пастозно, как бы все это перекроется. Теневой коричневой добавила виноград, теневые где-то коричневый с красным. Чистым красным закрываю также тоненько-тоненько. Видите, да, когда же просвечивается вот эта клетчатая разметка. Очень тонкий слой. Чистым красным закрываю сами арбузики. Вот здесь около кожуры, где будет начинаться светлая часть, неровными такими линиями. Фиолетовый розовый хинокридон чистым делаю там, где у меня будут теневые. Добавляю такие вот участки. Короткими мазочками, как бы штриховочкой, да, вот заполняю. Также здесь теневая показываю. Очень-очень жидко, видите, растворитель течет прям по поверхности. Лимонка с белилами, намечаю вот эту вот светлую часть от кожурки, которая идет к мякоти. Красный подмешивается, уголек подмешивается, не обращая на это особое внимание. То есть такая вот грязноватая смесь получается на холсте. То есть сверху пастозно это все перекроется. Нам сейчас главное цветовые вот эти вот оттеночки разложить, чтобы понимать, где чего. Зелень с голубой ФЦ, зелень травяная зеленая, ну какую-нибудь такую более натуральную возьмите. Такой арбузный цветик получается. Заполняю им саму арбузную корку.
Все также очень-очень тонким слоем. Здесь внизу теневая будет, даже можно немножко черненького добавить. Коричневый с красным, очень жиденько. Вот здесь такой теневой оттеночек. За виноградиком глухая темнота будет. Можно коричневый с черным, можно чистым черным. Также под виноградом будет теневая. Плавно ее растягиваю. Под арбузом тоже тень. Под виноградиком. Линию, вот эту поверхность стола или на чем он лежит, темненьким показываем. Потом более красноватый оттеночек, такой вот черный подмешивается, грязный красный получается. Также какие-то рефлексы на поверхности стола этого от арбуза красноватые. Здесь вот оранжеватый такой оттеночек, рыжеватый. От виноградика также будут какие-то зеленоватые рефлексы. Немножко даже розового добавлю. С белилками чуть-чуть. И дальше вот белилки с таким вот, как бы можно с желтым, да, вот этим грязным. Можно серенький сделать, также вот заполнить линию стола. Горизонтальные мазочки. Голубая, ФЦ красный, белилки. Такой грязно-фиолетовый. Кисть в черном была, поэтому и черный туда добавляется. Заполняю линия, вот стена наша. К низу красного даже оттеночка добавила. Такие вот более темные участки на стене будут слева и справа. А посередине более светлые, с добавлением еще большего количества белил. Но также тонким слоем все это закрывает. Мазочки разнообразные наношу, чтобы такое движение было, как бы не выкрашено все идеально, аккуратно. То есть так вот хаотично, разнообразно наносим. Более светлая серединка, да? И смягчаю немножко с темным. Кисть щетинка вот такая с закругленным кончиком. Беру пастозно красную красочку и закрываю полностью наши арбузики, пока чисто красной. Кисть, чтобы щетинка не процарапывала, сам ворс к холсту ложим плоско. Если будете держать, как пишем, ручкой шариковой, да, она будет соскребать всю эту краску наоборот. То есть мы ее плоско ложим. И фиолетово-розовым хинокридоном, либо красным краплаком можно также затемнять какие-то участки. То есть арбузики, они у нас не одного, да, идеального цвета. То есть там где-то есть такие вот сахаристые места, более светлые, есть также теневые. Вот так вот показываем. Светлая мякоть на свет попадает вот здесь по краю. Довольно жирными мазочками, пастозно, прям выкладываем эту краску. И также хочу обратить ваше внимание на то, что когда вы сидите, работаете близко с холстом, может показаться, что вообще какая-то нелепица, несуразица у вас получается. Это вполне нормально, а вы отойдите издалека и посмотрите. И как бы увидите, что получается все как раз таки хорошо.
То есть мазочки вообще такие вот разнообразные, коротенькие, вот эту светлую часть показали. Вторая долька также опять закрываю очень пастозно. Никакого направления в мазках нет определенного. То есть как хочу, так и закрашиваю. В разных направлениях. Жирненько, пастозненько. И также вот хинокридончиком оттеняю, да, вот светлая мякоть арбуза, там от этой дольки, от передней падает туда теневая, вот туда нанесла, логично, да, туда темный более цвет нанести. Также кое-где здесь, по верхушечке. И опять красненький с белилками, таким розовым, пастозно наносим такими вот разнообразными движениями. Прям выкладывая вот эту светлую часть. Если мы тень наносили, да, вот под арбузом, под виноградом, очень жиденько, мы там так, тонким слоем, там мы так и оставим тонкий слой. Потому что теневая у нас любит тонкий слой красочки. А то, что касается света, любит пастозную красочку. То есть здесь не переживаем, наносим очень жирненько и пастозненько. Лимонная, белилки, вот чуть-чуть зелененького. Тоже такими, видите, не особо идеальными мазочками эту светлую мякоть наносим, которая вот после кожуры идет, такая вот она желто-зеленоватая. Нанесли ее. Вот здесь еще я, кстати, видимо, кто-то кусочек отгрыз уже, да, и вот осталась эта часть. Смягчаю границу немножко с розовым, потому что с красненьким, да, с самой мякотью красной, потому что резкой такой границы там нет, оно постепенно переходит в красненький. Желтые белилки с зеленью, такой вот где-то больше голубой. В одно движение круговое кисточку поставили, прокрутили вокруг, да, как бы получается, как вот типа циркуля, но только кисточкой делаем вот такие вот вращения. Вот эти виноградинки прорисовываем таким образом. Очень жирненько, также пастозненько все это дело. Так более ровная у них край форма получается в одно движение. Там, где к арбузику будет у нас касание винограда, там сильно бубочки сами эти я не прорисовываю, а такую покажу просто желто-зеленую массу. Вот видите, такими прокручивающими движениями очень просто намечаю виноградинки. Красочки настолько много, что на краях винограда прям вот бортики такие получаются. Те виноградинки, которые у нас в тени, более зеленого добавляем. То есть у каждой виноградинки будет и свет, и тень, да. Нижние даже коричневого добавляю. Вот эти тоже будут в тени. Сейчас прям так вот хорошо коричневый наношу. Одну даже сделаю такую вот оранжеватую. Рядом чуть посветлее. Где-то чистым черным вот этой теневой, которая под ними, да, разделю. Сделаю их немножко отдельными, да, чтобы они не были такие прям вот такая аккуратная вся,
гроздь, что была, где-то какие-то отдельные виноградинки были. А то она уж очень такая прям плотненькая гроздь получилась, чтобы более воздушная была, добавила этих вот разделений каких-то. Беру чистый желтый, так пастозно выкладываю вот сюда. Вот этим зеленовато-голубоватым с лимоночкой оттенком, он светлее предыдущих, покажу светлые участки на виноградинках. Тоже вот такими вот дугами в одно движение делаю эту светлую часть. Очень пастозно, прям видно от щетинки остаются вот такие вот борозды. Красочка очень-очень пастозна. Еще добавляю коричневого в теневые виноградинки, чтобы показать вот этот объем, то, что у нас гроздь где-то на свет вышла, где-то в тени. Границы немножко стушевываю помягче. Еще светлых участков добавляю. Чистыми белилками пастозно-пастозно вот ставлю блечочки разнообразной формы. Не на всех прям виноградинах ставлю. На тех виноградинках, которые в тени, поставить блечочки можно, но очень-очень и не чистым белым, а каким-нибудь светлым зеленоватым оттеночком, чтобы показать их объем, блечок, да, но он, соответственно, не может быть настолько бликовать, как у виноградинки, которая на свету. Вот таким зеленоватым делаю светлую часть. Темным зеленым эту виноградинку вот перекрыла коричневым, немножко добавила светлого зеленого, и она у нас там, мы видим, что она где-то под гроздью внизу, там мы ее вроде как видим, но она такая прям вся прикрытая виноградинками, да, и в тени. Также на вот этих вот коричневым теневую добавлю, и также блечочки. Здесь вот уже менее активные, даже смягчаю некоторые. Беру чистый черный, вот контур виноградинок теперь подчеркиваю. Где-то, если очень большая, можно этим фоном черным подрезать ее, сделать более аккуратную форму, гроздь создать. Растушевываю эту теневую со светлым цветом. Видите, сразу она, когда пропали резкие границы, она стала похожа на тень, такую вот дымчатую, расплывчатую. Более пастозно, также зеленый с голубой ФЦ, выкладываю нашу кожуру арбузную. Прям вот именно выкладываю, то есть слой очень такой вот пастозненький, хорошенький. Также здесь вот можно кожурой самой подрезать какие-то виноградинки. В этот зеленый добавляю желтенькой белилок. Таким сочным цветом рисунок на кожуре, да? Посмотрите на мазочки, то есть просто вот такие вот разнообразные, то есть я не пытаюсь какой-то рисунок сделать, то есть сами вот эти короткие мазочки, они задают этот рисуночек. Также где хвостик, да, на кожуре, там тоже прорисовала. Коричневый с желтеньким, виноградная веточка, какие-то темные участки черненьким, теневая.
К виноградикам веду эти веточки. Где-то сквозь виноградины веточки видны. Они крепятся. Можно от какой-то веточки провести вот именно к какой-то конкретной виноградинке, чтобы показать, что вот она крепится. Ну, буквально 1-2 ягодки, то есть сильно много не надо. Вот, допустим, к этой и вот к этой. К оранжевой нашей, да, и там к светленькой. Вот видите, как кисточка плоско-плоско лежит к холсту, и желтую красочку вот здесь я просто как бы аккуратненько выкладываю. Розоватым оттеночком высветляю вот здесь. Тем самым выделяю нашу темную кожуру, да, арбузик. Линию стола еще подчеркиваю и плавненько как бы со светлым растушевываю. Красный с коричневым. Вот здесь такая теневая. И более светлым уже беру белилок побольше с сереньким. Более пастозно светлую часть стола. Мягко стушевываю с теневой. Сюда вот оранжеватый оттеночек, то есть был там желтенький, красненький, туда белилок, то есть мягко растушевала. На кончик кисточки набираю черный цвет и такими вот примакивающими движениями показываю косточки. Делаю их тоже разного размера, разнообразно их разбрасываю. Где-то она прям в арбузике, да, краешек косточки мы видим, какие-то хорошо видим. То есть представляем арбузик и вот наносим их разнообразно. И немножечко белилок набираем, тоже блечочки поставим на косточках, на арбузных. Более светлым беру белилки, там красный уже сам подмешается, более освещенные части по макушечке, вот где мы розовенький, да, прокладывали красный с белилками. Там же только не полностью забиваем этот розовый, а просто некоторые участки еще высветляем дополнительно. И теперь беру белилки и вот такими вот тоже широкими мазками, разнообразными, заполняю наш фон, делаю посветлее. И специально оставляю мазочки, чтобы они были такие вот явно видны, не выглаженные, разнообразные. Даже вот смотрите, набираю, у меня там белила с лимонкой были замешанные. Даже его беру, то есть не чистые белила. Подмешался желтый, и хорошо, это будет разнообразно. У нас на картине желтый присутствует, он присутствует в винограде, и почему бы ему не быть в фоне, да, то есть такому же оттеночку. Там, где теневая, вот справа за арбузиком, там уже остатками белил на кисточке, как бы слегка посветлее сделала. Беру розовенький, вот эту вот сахаристость, да, вот показываю коротенькими, маленькими мазочками разнообразно. Наношу их так по форме арбузика, эту сахаристость показала. Подбрасываю зеленоватых рефлексов от винограда на поверхность стола горизонтальненько. В основном где-то под виноградинками, да. И более красноватых рефлексиков от самого арбузика. Так вот поживее получается стол, поживописней. Вот посмотрите поближе, какие пастозные мазочки, такие вот разнообразные, вкусненькие, аппетитненькие. Вот рисунок на кожурке, видите, мазочки, мазочки, виноградинки. Вот теневая виноградинка, видите, она очень-очень плоско написана, нет пастозности там. Теневая не любит пастозность, запомните это как 2×2. Свет любит пастозность, теневая нет. Вот на этом наш мастер-класс и подошел к концу. Спасибо за просмотр, друзья.
Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я желаю вам всем отличного настроения. Пишите в комментариях, захотелось ли арбузика. А я на этом с вами прощаюсь. До скорой встречи. Пока-пока.